Иностранный десант в Киеве, но этот десант встречали хлебом и солью. С телеэкранов в России зазвучала правда о войне. Неужели пропагандисты испугались Гааги? Кто искал замену несговорчивому Зеленскому и кому звонили с этой целью? Топливный кризис в России. Сечина и других вызвали на ковер в Кремль. Вето на помощь украинцам. Удар, откуда не ждали. Лукашенко взялся за старое. Оппоненты диктатора продолжают исчезать. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Важные зарубежные гости продолжают прибывать в Киев, и после Дня независимости вице-канцлер Германии сделал тут громкое заявление, которое не обрадует Москву. Берлин гарантирует 9 миллиардов евро ежегодно для поддержки Украины в ближайшие годы. Во-первых, у нас действительно сильная украинская армия, которая также способна себя защитить. В этом отношении мы, Федеративная Республика Германия, уже вносим свой вклад, но это должно продолжаться. И так будет продолжаться. Во-вторых, производство вооружений также наращивается здесь, в Украине, что позволяет Украине и обороняться, и сдерживать противника. Ларс Клингбайль подчеркнул, Путин должен понимать, что поддержка Киева Берлином не ослабнет. Не останется в стороне и Норвегия. Об этом в Киеве заявил ее премьер-министр. Сегодня, господин президент, я объявил, что высокий уровень поддержки Украины со стороны Норвегии, достигнутый в 2025 году, сохранится и в 2026 году. Речь идет о сумме, эквивалентной 8,5 миллиардам долларов США. В этом году Норвегия уже выделила только на закупки американского оружия для Киева более полумиллиарда долларов. Но помощь Осло не ограничивается только военными целями. Об этом напомнил сам Владимир Зеленский. Норвегія робить один з основних внесків в гарантування енергетичної безпеки України. Це відчувається, зокрема, і нами. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашей энергетичной инфраструктуре. Накануне Киев посетили премьер-министр Канады и спецпосланник президента США Кит Келлог. Процесс пошел. Первый российский регион полностью остановил продажу бензина из-за стремительно нарастающего топливного кризиса после ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Жители Курильского региона, занимающего большую часть одноименных островов, временно лишены возможности приобрести АИ-92. Весь оставшийся бензин зарезервирован для спецтранспорта, сообщили местные власти. Строгие ограничения, не более 10 литров на человека, которые действовали с 20 августа, не помогли. Теперь продажа приостановлена полностью до прибытия новой партии топлива. Но точной даты возобновления свободной торговли пока нет. Кризис охватывает не только Куриль. Неделю назад дефицит топлива с многочасовыми очередями возник в Приморье, а заправки Забайкалья и Крыма вернулись к талонной системе советских времен. Все это последствия серии ударов дронов по крупным НПЗ России. Пострадали как минимум 7 заводов, 5 из которых приостановили производство полностью или частично, включая Новокуйбышевский, Сызранский, Волгоградский, Саратовский и Рязанский. Новошахтинский НПЗ, крупнейший поставщик топлива на юге страны, горит с 21 августа, несмотря на участие более 400 спасателей и 150 единиц техники. По подсчетам экспертов, 13% мощностей нефтепереработки страны парализованы, что составляет 44 миллиона тонн топлива в год. Оптовые цены уже достигли очередных исторических максимумов. 72,5 тысячи за тонну АИ-92 и 82 с лишним тысячи за АИ-95. Рост с начала года 40-50%. Чтобы хоть как-то покрыть дефицит, правительство запретило экспорт бензина и рассматривает возможность завоза топлива из Беларуси, как это уже было в прошлом году. Из-за дефицита бензина руководители крупнейших нефтяных компаний вызвали на ковер в правительство.
Пока путинский режим пытается перекрыть жителям страны доступ к альтернативным источникам информации, беда пришла откуда не ждали. Правду о войне россияне увидели на телеэкранах. Неужели у Симоньян, Соловьева и прочих проснулась совесть? Нет-нет, машина кремлевской пропаганды сломалась вследствие очередной операции ГУР. На 116 телеканалах одновременно появился ролик с числом реальных потерь российской армии и разрушительными последствиями так называемой СВО. Миллион погибших солдат. Бензина нет. Нефтеперерабатывающие заводы уничтожены. Донецк без воды. А в его воздухе запах дерьма. Черноморский флот разгромлен. Корабли на дне или прячутся в гаванях. 3,5 года войны, а Путин не захватил полностью ни одной области Украины. Украина все еще независима. Киберпартизаны из ведомства Буданова успешно взломали российского провайдера номер 3, заблокировали администраторов и вывели несанкционированное видео в эфир, делая невозможным его быстрое прерывание. В течение 3 часов россияне наблюдали на своих экранах взрывы российских НПЗ, которые парализуют экономику, захоронение солдат, о которых Кремль молчит, и истинные масштабы катастрофы на фронте, скрытые от официальных отчетов. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Это и есть план Путина. Трансляция затронула не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и регионов Российской Федерации, а пользователи цифровых сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV могли смотреть ролик онлайн. Не только Россия пытается копать под Зеленского. Найти альтернативу президенту Украины пытались и в Белом доме. После памятного скандала в резиденции Дональда Трампа в феврале текущего года вице-президент Джей Ди Венс пытался дозвониться до возможного конкурента Зеленского на будущих выборах – генерала Залужного. Об этом пишет The Guardian. Спустя 3 дня после громкого спора в овальном кабинете команда вице-президента США пыталась выйти на бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании. Но, как пишет издание, попытки оказались безрезультатными. Генерал и дипломат отказался отвечать на звонок. Для Залужного, которого многие эксперты рассматривают в качестве будущего кандидата в президенты, перейти на сторону команды Трампа против главы своей страны в период войны было бы неприемлемым, подчеркивает The Guardian. На 32-м году правления Александра Лукашенко с белорусскими оппозиционерами происходит то же, что и десятилетия назад. Они продолжают исчезать. В этот раз пропал бывший соратник Павла Латушко Анатолий Котов. Связь с бывшим чиновником прервалась несколько дней назад после того, как Котов вылетел за пределы Евросоюза, предположительно в Турцию. До 2020 года Котов занимал различные должности в системе госуправления и на дипломатическом направлении. Во время известных событий 5-летней давности выразил публичное несогласие с политикой Лукашенко и уехал в Польшу. Несколько месяцев назад при странных обстоятельствах исчезла еще одна соратница Павла Латушко, Анжелика Мельникова. Исчезновения оппонентов Лукашенко начались в 1999 году. Через месяц после внезапной смерти Геннадия Карпенко, выпившего назойливо предложенную чашку кофе, бесследно исчез бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. Людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. А еще через несколько месяцев пропал бывший глава Центра избиркома Виктор Гончар. Все эти политики были фигурами самого крупного калибра, и каждый был потенциальным единым кандидатом от белорусской оппозиции. Пока в Киеве звучали слова о поддержке Украины со стороны премьера Норвегии и вице-канцлера Германии, из Варшавы пришла новость иного рода. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатном медицинском обеспечении для украинских граждан. А я своего здания не изменям и замеrzam wykonywać swoje... Я своего мнения не меняю и собираюсь исполнять свои обязательства. И считаю, что 800+ должно выплачиваться только тем украинцам, которые работают в Польше. Также и с охраной здоровья. Кроме того, президент объявил, что планирует в ближайшие недели направить в парламент свой проект закона. В нем планируется, например, увеличить срок получения гражданства с 3 до 10 лет. Но это не все. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć... Считаю, что мы должны включить в этот проект закона однозначный лозунг «Стоп бандеризму» и в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами немецкого национал-социализма и советского коммунизма.
Советскому коммунизму. Вице-премьер Польши и министр цифровых технологий раскритиковал решение президента. Кшиштоф Гавковский заявил, что вето Навроцкого повлияет не только на социальные выплаты, но и на поддержку Украины в ее доступе к спутниковому интернету Starlink, который финансировала Польша. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина. Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары правительству во имя политической борьбы. Вы наносите вред людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут «позор», другие – «предательство соседа». Король Навроцкий победил на недавних выборах при сильной поддержке правоконсервативной партии «Закон и справедливость», которая теперь находится в оппозиции к левоцентристскому правительству. Несмотря на то, что по Конституции должность президента в Польше является репрезентативной, команда Навроцкого дала понять, что будет пытаться перехватить инициативу у кабинета министров. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.